Доброго дня, друзья! Я рада всех приветствовать. Раз в месяц мы с вами встречаемся на онлайн-мероприятиях Силамедиа клуба, и каждый раз мы приглашаем экспертов, специалистов из разных стран этого мира и задаем им вопросы, связанные с медиа, журналистикой, с развитием технологий и, собственно, развитием той сферы, в которой мы с вами работаем. Я напоминаю, что для того, чтобы следить за нашими анонсами, быть в курсе, какие гости у нас будут, лучше всего подписываться на email-рассылку, и вам будет оперативно приходить информация, вы сможете быть в курсе того, что у нас происходит. И сегодня я рада приветствовать Ариэль. Так, сейчас, секундочку, я всех включу. И сегодня мы будем говорить о монетизации медиапроектов и о особом подходе к вопросам монетизации, о таком принципе сообществ, по-английски membership. So, Оксана briefly. И нас сегодня переводит Ольга Кравцова, как всегда, мы рады ее видеть. Yeah, thank you very much. Спасибо большое. So Oksana briefly introduced and reminded our viewers that we're having a series of events when we invite foreign experts to speak about their area of expertise. And today you will talk about membership project and this interesting way and model of monetizing media projects. So the floor is yours, and let's go. Thank you. Thank you very much. I am, as Oksana said, I'm Aриэль Zirульник. I am the fund director at the Membership Puzzle Project and the managing editor of the Membership Guide, our sort of penultimate research project. I previously ran a local media company in Miami called The New Tropic and was an editor at the Christian Science Monitor and a foreign correspondent in Kenya prior to that. Just stop once in a while, let me translate. Как Оксана меня представила, зовут меня Ариэль Зирульник, и я являюсь генеральным редактором, таким исполнительным редактором Membership Guide, то, что мы даже не переводим, да, такой гид по членству в медиа, и директором фонда проекта, который называется Membership Puzzle Project, то есть такая мозаика членства, проект мозаики. В прошлом я также была директором такого небольшого медиа в Майами, который назывался «Новый тропик», и иностранным корреспондентом в Найроби, и также редактором Christian Science Monitor, монитор христианской науки. The Membership Puzzle Project, we're a public research project based out of the Media Development and Investment Fund, and we're studying how to optimize news organizations for trust. We're particularly fascinated with membership as both a revenue model and an editorial orientation that sees readers as much more than just an ATM to financially support your work. И вот также я буду называть, наверное, этот проект Membership Puzzle, да, без придумывания ему перевода, как он называется. Это такой общественный проект по исследованиям, проект инвестиционного фонда поддержки медиа. Нас очень интересует вот членство и вот как бы создание сообществ вокруг медиа не только как привлечение публики, да, и привлечение монетизации медиапроектом, но и также как и редакционная политика, потому что это очень интересно работать с аудиторией таким образом, вовлекая людей в сообщество. So at Membership Puzzle Project, before we dive deep into the work, there's one baseline that I feel it's very important to establish, and that is the difference between subscription and membership. In a subscription model, audiences pay money to get access to a product or service. It's a transactional relationship in which what you're monetizing is access to the content. This works well for many businesses, such as the Financial Times, the New York Times, the Information. И прежде чем мы, вот так сказать, погрузимся в описание модели членства, в модели сообщества, я хочу провести четкую линию между тем, что вот является моделью подписки и моделью создания сообществ, потому что мы знаем, что подписка тоже хорошо работает для многих изданий, для таких как Financial Times, New York Times и так далее.
да, но это модель, когда ваши зрители, ваши читатели платят за то, чтобы получить доступ к вашему медиапродукту. But with membership, members give not just their money, but also their time, their connections, their experience, and their expertise to support a cause that they believe in. Members actively contribute, and in its deepest forms, it's a two-way knowledge exchange between journalists and members. Но в модели сообщества это несколько другая модель взаимодействия с аудиторией. Там подписчики не просто платят вам некие деньги, не просто являются источником монетизации для вас, они вовлекаются не только деньгами, но и своим временем, своими связями, своим энтузиазмом, своей экспертизой, своими знаниями и так далее. То есть это такая двусторонняя связь и двустороннее взаимодействие, когда они что-то и получают, и дают. At the heart of the membership puzzle is the contract between a site or a news organization and its members. What do you give? What do you get? And that means that membership is not a branding campaign that you can just turn on and off. It is a social contract. И в сердце вот этой модели создания сообщества это некий контракт, некая договоренность, договор между членами, да, и между организацией, между медиаорганизацией, в том, что есть что-то, что члены этого сообщества дают, и что-то, что они получают от этого взаимодействия. То есть это больше, чем просто вложение каких-то денег. Это не кампания по брендингу, когда вы как-то разово привлекаете внимание к своему медиа. We're not here today to convince everyone that they should pursue membership, but to help people understand how membership works and how it's different from the other models that are out there. And so I'm going to start by talking about each of the four sort of audience revenue models that are being tried today and share what are the characteristics that might make each of those models particularly well suited for your organization before we go deep into membership specifically. И мы здесь не для того сегодня, чтобы убедить всех и каждого именно последовать модели создания сообществ, а для того, чтобы рассмотреть, в чем эта модель, собственно, состоит. Поэтому я перед тем, как погрузиться в нашу беседу именно о модели сообщества, рассмотрю 4 другие модели, которые сейчас в медиа существуют для монетизации медиапродукта. So subscription might be a fit for your organization if you can consistently offer exceptionally high quality, highly differentiated journalism. You have the technological capacity to implement a paywall because in a subscription model, what you're monetizing is access to the content and therefore it relies on being able to limit access to the content for those who are not paying to support your work. And subscription also works very well if you have, did the screen share just stop? Subscription also works particularly well if you have strong audiences in specific industries or you provide content that offers a professional benefit. This is why business news often works very, very well in a subscription context. Модель подписки хорошо работает в том случае, если у вас есть постоянный такой эксклюзивный, очень высококачественный и очень такой четко очерченный контент в журналистике. Если у вас есть технологическая возможность сделать paywall, то есть подписчики ваши платят, собственно, за то, чтобы получить доступ к вашему журналистскому продукту. Если у вас построена хорошая такая сильная аудитория, и она построена как бы в определенной индустрии, в определенной области, и вы поставляете им контент, который им дает некие профессиональные приоритеты, профессиональную выгоду, да, и у вас есть такая сколоченная группа очень, как это называется, энтузиастов и последователей, фанов, да, и примером такой модели может служить New York Times, Wall Street Journal, Information, Athletic, то, что вот мы видим на слайде презентации, The Ken и Next Journal. Donations, the line between donations and membership is a little bit fuzzier than the line between subscription and membership because both donations and memberships are cause-driven. In a donation model, audience members give their time or money in support of a common cause or common values, but it's sort of one way. It's a charitable relationship. Что касается модели пожертвований, тут уже не такая четкая граница с моделью сообщества, как между сообществом и подпиской, потому что также вот в модели пожертвований вы вовлекаете аудиторию в какой-то общественно значимый проект, который они хотят поддержать.
и тоже вроде бы люди вкладываются не только деньгами, но и верой, так сказать, в этот проект, в это дело, которое они поддерживают. Donations might work for your organization if you can frame your coverage very strongly as a public good, but offering participation to your audience members is challenging, maybe because it's not safe in the environment in which you work to offer participation, or maybe you're a very, very small team and you just don't have the capacity to offer it. Donations also might be a good fit if your coverage area is hard to build habit or community around, maybe because you are an investigative organization, and so you publish big projects a few times a year, but it's hard to build the habit of coming back daily. That is the sort of cornerstone of subscription or membership. This is also good for organizations who publish through partners. And so again, people might not be encountering you on your own website, but maybe through somebody else. Модель пожертвований хорошо работает, если у вас очень хорошо сформирован ваш продукт, ваш медиапродукт, вы его можете представить как некое общественное благо, и вы предлагаете как бы подписчикам его поддержать. Не подписчикам, а тем, кто делает пожертвования. Но если участие в этом проекте для аудитории, оно представляет какие-то трудности или какие-то сложности, или проблемы, или вызовы, да, то есть вы не так сильно можете вовлекать людей в это общее дело. Также хорошо работает модель пожертвований, когда сложно построить привычку и вот такое привычное сообщество вокруг того, что вы делаете. Если это, например, организации, которые занимаются журналистскими расследованиями, или журналистика, которая публикуется через партнерские организации, вот такие хорошо поддерживаются пожертвованиями. Ариэль, if you can make shorter chunks, like each like a little paragraph, it will make it sort of more precise. Okay, sorry about that. That's fine. Crowdfunding might be a fit for your organization, or first, in a crowdfunding model, audience members give a one-time financial contribution to support a specific project. Модель краудфандинга тоже хорошо работает, и она подходит, когда вам нужно такое одноразовое вливание, одноразовый сбор денег. Crowdfunding can work well for organizations that have a sort of testable idea that they can try with a one-time infusion of fundraising, or maybe an organization that has the capacity to focus on this one thing for a short period of time, all hands on deck, but cannot do the day in and day out of maintaining a subscription or membership. Модель краудфандинга хорошо работает, когда у вас есть один такой вот сильный продукт, сильная компания, идея некоторая, которая вот может собрать разовые такие крупные фонды для ее поддержки. И когда у вас, в вашей организации есть возможности для такого хорошего спринта, да, то есть чтобы собрать все силы и вложиться в один большой проект, но не в марафон, который вот такой, в каждодневной рутине нуждается в поддержке. And crowdfunding is also very good if you want to test out an idea before you commit your entire organization to it. And that's why many organizations that eventually end up choosing membership start with a crowdfunding campaign. And they treat crowdfunding as a way to test out whether people are willing to support their work before they do all the work that goes into designing a membership program. И модель краудфандинга хорошо работает также для того, чтобы протестировать некую идею, проверить, насколько она вызывает энтузиазм среди вашей аудитории, среди ваших там возможных подписчиков и тех, кто оказывает поддержку, прежде чем вот реорганизовать всю свою редакцию в модель сообщества. И на самом деле некоторые организации приходят к модели сообщества именно после краудфандинга, когда они вот поняли, что то, что они предлагают, вызывает энтузиазм и привлекает поддержку со стороны аудитории. And at the bottom, you see some examples of organizations that have made crowdfunding work for them very well, either by only doing crowdfunding or starting with crowdfunding and transitioning to membership. I'll point to El Fado specifically in Nicaragua because they're operating in a very difficult political and press context, like many people who are probably joining this presentation. And they have used crowdfunding campaigns to raise support at moments when they are under particular pressure from the government.
И вот последним пунктом в этом слайде вы видите примеры тех медиаорганизаций, которые как раз использовали краудфандинг либо разово, либо для того, чтобы прийти вот как раз к построению модели сообщества. Я хочу особенно остановиться вот на Эль Фаро. Это медиаорганизация, которая работает в Никарагуа. Они существуют в очень политических сложных условиях, как, может быть, и кто-то из тех, кто сейчас смотрит нашу презентацию. И в таких условиях как раз вот модель краудфандинга работает неплохо. Last is membership, which might be a fit for your organization if you're comfortable offering a certain level of transparency about your work and participation to your audience members. Модель построения сообщества и вот членства, она хороша в тех ситуациях, когда вам комфортно и вы себя чувствуете уверенно, предлагая некую долю прозрачности тем, кто будет в этой модели участвовать. Вы рассказываете, в чем состоит ваша идея, в чем состоит ваш продукт. Also, membership could be a good fit if you have the ability and interest in investing and understanding what motivates your audience members, getting to know your audience members deeply, and you can make working with them a routine. И еще очень хорошо, если вы можете вложиться, в том числе и финансово, в понимание своей аудитории, что ее мотивирует, что ее интересует, и что вы можете ей предложить в ответ на ее запросы. Это всегда очень хорошо. Вот работает модель как раз членства и сообщества. And at the bottom, you see examples of some organizations that have made membership work very well for them. I'll point especially to Daily Maverick, Kraut Reporter, and El Diario, which are three sort of very mature member-driven organizations that you might be aware of. И также вот одно из условий, когда вы можете вот эту работу с аудиторией сделать частью своей рутинной работы, каждодневной работы. И вот опять же здесь приведены примеры, и я хочу особенно выделить Daily Maverick, Kraut Reporter и El Diario. And when we talk about membership, it's helpful to get very specific because it can mean different things to a lot of people. И когда мы говорим о модели членства, о модели сообщества, важно проговорить некоторые детали, что это означает. And at the top of this, there is your membership strategy, which defines where membership fits within the vision for your organization, including how much you will rely on membership to financially sustain your work, and how much you want to involve audience members in the work. Здесь важно продумать стратегию сообщества, потому что вы должны понимать, насколько глубоко вы хотите вовлекать членов вашего сообщества в свою работу, насколько это будет частью вашей каждодневной такой работы, насколько вы полагаетесь вообще на эту модель в плане монетизации вашего медиапродукта и вашей медиаорганизации. And within your membership strategy, there are memberful routines and a membership program. Memberful routines is what you're working on when you're doing engaged journalism, when you institute workflows that connect audience members to your journalism and the journalist producing it. Вот второй такой прямоугольничек здесь – это такие рутины, каждодневная практика работы, в которой вы вовлекаете своих членов сообщества, насколько они вкладываются в вашу журналистику, что вы им предлагаете и как вообще вот они вовлечены в создание вашего журналистского продукта на уровне вот таких каждодневных операций. And memberful routines are the part of the membership work that can address the trust crisis that so many news organizations face today, where audience members don't believe them and don't understand how they do what they do. И как раз вот такая практика каждодневное взаимодействие с вашей аудиторией, с вашими членами сообщества, она может быть ответом на вопрос о кризисе доверия, который сейчас многие СМИ переживают, когда аудитория им как-то не верит или не доверяет, а в модели сообщества как раз вот есть ответы на эти вопросы. And then there's the membership program. This is the revenue generating part of your membership strategy. We think of it as sort of the product that your reader interacts with when they begin giving you financial support. You sort of need a container to manage them, and the membership program is that. It's the thing that they get when they click become a member on your landing page.
А программы членства – это вот как раз тот продукт, который, так сказать, они получают, когда ваши подписчики или ваши члены сообщества, когда, собственно, кликают по кнопке «Стать членом сообщества». Да, что вы им предлагаете, какой продукт, во что вы их, так сказать, вовлекаете, что они подписывают, становясь членом вашего сообщества. And the last thing that I want to talk a little bit about in this section before we maybe open up for some questions is the rise of what we call blended models. И вот прежде чем мы перейдем к такому интерактивному обсуждению, может быть, вашим вопросам, я хочу немного поговорить о тех моделях, которые выросли как такие смешанные модели. So we see a lot of organizations beginning to very smartly experiment with figuring out how they could have more than one sort of revenue model or engagement model within the same organization. And so you see here some examples. Everybody knows The Guardian, which has a membership model overall, but they also have opportunities for people to subscribe to specific apps or products that they create. And they also solicit one-time donations for specific projects. И сейчас многие медиаорганизации, они довольно умно экспериментируют с разными способами привлечения финансирования, с монетизацией своего медиа, и чаще всего используют разные модели в сочетании. Вот, например, все знают Guardian, да, в основном они используют модель как раз создания сообщества, но также у них есть и подписка на такие определенные продукты, например, на их приложения для мобильных телефонов. Также они используют сбор пожертвований, если это какая-то разовая такая кампания по привлечению внимания к какому-то специфичному продукту. And another on here, ProPublica is an investigative organization in the US that raises money through its donations drives, but they also have put strong memberful routines in place to sort of help make their investigative journalism more trustworthy and more participatory. So that's another example of how an organization blended them because they didn't want to have to manage a membership program, but they wanted to invite audience participation. Другой пример – это вот ProPublica, это американская медиа, которая занимается в основном журналистскими расследованиями. У них в основном работает модель пожертвований, но также у них довольно-таки сильно развито и сообщество. И они не хотели просто как бы привлекать деньги, поскольку это журналистские расследования, да, им нужно еще, чтобы аудитория все-таки верила в них, да, видела их прозрачность и доверяла. Поэтому вот модель такого сообщества работает хорошо и у них тоже. Have any questions come in that we should take a moment to answer? Есть у нас уже какие-то вопросы, на которые нам нужно сейчас остановиться и ответить. Ага. Isn't it a community when we have FT, это Financial Times, я так понимаю, да? Financial Times community or subscribers, isn't it a membership community already? Yes, they pay for the content, but they can consider themselves a part of a business community or community of professionals who read Financial Times, for instance. That's a great question. And the Financial Times is not on my screen because on this screen that I have now, because I can only fit so many examples, but they are one organization that we actually studied because they have a subscription model to bring in revenue, but they also offer a very deep feeling of community to their subscribers once they have subscribed. So they are another great example of this blended revenue model. And we published a report in 2019 actually that featured their engagement team and the work that they do to make the subscribers feel like they are a part of a community. So that's a great question and another great example of how a newsroom blended. Да, на самом деле это отличный вопрос, и вы отчасти предвосхитили то, что у меня, может быть, не поместилось на слайд, потому что как раз, когда мы говорим о смешанных моделях, Financial Times – это очень хороший пример вот такой смешанной модели. И да, они как бы дают своим подписчикам почувствовать себя частью определенного сообщества и вовлекают их в работу медиаорганизации. У нас в 2019 году вышел такой большой доклад по итогам изучения разных медиаорганизаций, и вот Financial Times мы тоже подробно изучали, как они используют разные модели. Another question is, why do we differentiate donations and membership? Isn't it about the same stuff?
They are not the same thing. In a donations model, you are asking for charitable support. You are asking them to just give you money to support your work. It's a one-way relationship. With membership, it is a two-way relationship. As I said, there's sort of a contract. They're giving you financial support, and in exchange, you are giving them opportunities to participate in the journalism. You're likely sharing financial information, maybe how you make editorial decisions and things like that. Хороший вопрос, на самом деле. Это не одно и то же. Мы говорили о том, что пожертвование – это некая такая благотворительность. То есть люди платят за то, чтобы вы делали свою работу, но это такое одностороннее взаимодействие. То есть они просто приносят вам деньги. А в случае создания сообщества это такое двустороннее взаимодействие. То есть люди дают вам финансы, финансируя вашу журналистскую работу, но они также и получают возможность участвовать в этой журналистской работе. Может быть, они даже влияют на редакционную политику или решение, то есть они участвуют в создании журналистского продукта. How effective is it to combine subscription and donations? Maybe one should start on something like to choose something like the main model, or it will not help the media organization to survive, or will not ensure its survival? It depends on the internal capacity of your organization, whether you can manage to run two programs alongside each other. I would not recommend it for a very small organization, because essentially each time you launch a new revenue stream, you're launching a new business, and you need to have the technology to support it. Я, на самом деле, не рекомендовала бы это делать, наверное, маленьким организациям, потому что это очень сильно зависит от того, сколько ресурсов у медиаорганизации есть. Потому что каждый раз, когда вы запускаете некую бизнес-модель, вы фактически открываете новый бизнес, поэтому не всегда на это у небольшой организации хватает ресурсов. And I'll add one more thing about that. But in larger organizations like the Seattle Times, you hear on the screen, they have successfully launched a donations effort alongside their subscription, and they solicit donations to support their investigative work specifically. Ну вот в больших организациях, как, например, Seattle Times, которые мы видим сейчас на экране, как раз демонстрацию такой смешанной модели, они используют очень успешно и модель пожертвований, и модель подписки, и отдельно у них есть как бы сбор пожертвований на журналистские расследования, которые они собирают, то есть на такой специфичный продукт. How aggressively one should speak about interactions with members of a paid community? Because everybody saw claims like subscribe to us, join us, but communication with paid communities is sometimes non-public and happens in like personal communication more than public communication. That's a great question. I think there's two things to think about here. One is, do your members expect what they say to you in these private spaces to remain private? If so, you should not be sharing that beyond the community. But if they're having conversations in these spaces that you think would help entice more people to join, it's valuable to occasionally share a conversation that is happening in a member-only forum and say, if you become a member, you can be a part of this conversation too. So sharing small parts of those conversations is very helpful for converting members. Ну, на самом деле, конечно, если что-то вам рассказали или во что-то вас посвятили в личной коммуникации, то не нужно это выносить в публичное пространство, но иногда бывает, что какие-то обсуждения именно в публичном пространстве, они приносят, так сказать, рекрутинг еще таких новых членов, да, и иногда какие-то вещи можно и полезно небольшими порциями выносить из сообщества, которое только там для членов, ну, соответственно, там, когда это этично, когда это разрешено, для того, чтобы сказать, что вот если вы станете членом нашего сообщества, вы тоже будете там принимать участие в таких решениях, в таких обсуждениях, поэтому приходите к нам, становитесь нашим членом, присоединяйтесь.
Are there any technologies or examples of those emotional but one-off effects, how to transform it into long-term relationship? I'm sorry, I don't understand the question about the technologies. Эмоциональный, но в целом разовый эффект. Just a second. Сергей, вы имеете в виду из-за пожертвований или... Можно разово сказать, типа, поддержите нас, но разово они тебя поддержат. А как из этого выстроить долгосрочную стратегию? Okay, one can say sort of in a one-off situation, like support us because we're doing this important cause or whatever, join us, support us. It's like emotional, but it's like one-off campaign. I guess it considers more like donation model. But how to, what is a technology, how to build a long-term stable relationship out of sort of one-off emotional, enthusiastic campaign? Okay, so I'm going to answer. He added an additional sort of explanation that in Russia, sometimes the media organizations are supported in some crazy situation when they say like, help, we need to survive, please come over and help us, join us. But it's like, again, like it's a one-off story rather than a long-term support story. Yeah, I understand the question. I just the technology part of it confuses me a little bit, but I'll do my best to answer. So the important thing, if you are an organization that is going to launch campaigns every once in a while, the most important thing that you need to do is focus on building a strong way to reach your readers directly, whether that's a newsletter or a Telegram group or whatever is sort of the best way to reach your members so that you have, when you need to launch that campaign, you have an easy way to get it directly in front of people. You cannot rely on a social media algorithm on Facebook to surface your calls for support. So if you are going to be, sorry, I'll stop there so you can translate. Да, на самом деле вот нужно простраивать такие очень стабильные и хорошо работающие каналы, которые позволяют вам взаимодействовать с вашей аудиторией напрямую, то есть не полагаться на такие разовые, опять же, там, может быть, эмоциональные или призывы к энтузиазму, которые мы вбрасываем, например, в соцсети, потому что там есть определенные алгоритмы, которые показывают или не показывают. Если у вас есть такой стабильный канал взаимодействия с вашей аудиторией, будь то там группа в Телеграме или регулярное письмо подписчикам, да, чтобы когда нужно, так сказать, бросить очередной призыв, у вас уже сформирован был такой канал, где эта информация дойдет до адресата. And from a technological perspective, it's very important to have what's called a CRM, a customer relationship management system, because you want to be able to record everybody who supported you financially last time, because in addition to asking everyone for support, you should send requests for support specifically to those people who supported you before. They're the ones who are most likely to support you each time. So sending them a message that says, thank you so much for supporting us last time. We need your help again. So technically you need something that will allow you to do that. И вот что запнулся Ариэль сначала про вопрос о технологиях, да, если с технологической стороны мы смотрим, то очень важно иметь человека, который понимает вот в customer support, в взаимодействие с клиентами, да, взаимодействие с потребителями, такой менеджер по взаимодействию с аудиторией, когда, например, вы не просто вбрасываете призыв, пожалуйста, помогите нам, пришлите нам донаты в поддержку, а когда, например, пишут письма тем, кто уже присылал до этого пожертвования, спасибо большое за то, что вы поддержали нас в прошлый раз, вот сейчас мы снова обращаемся к вам за поддержкой. Just a second. Okay, nation-wise, it's sort of understandable how the nations work, but what idea can help develop donations in a small city, for instance? And what about long-term perspective if we don't consider crowdfunding? But I guess it's about donation in a small town with a long-term future.
is a long-term model? The question is whether donations can work long-term in local news. It's not very clear. Оксана, ты можешь немножечко расшифровать этот вопрос? Я не очень понимаю. Донатов хватит, если их собирать по всей стране. В маленьком городе задонатят очень маленькую сумму. В этом плане, да? Нет, на какой идее их можно внедрить в маленьком городе? В смысле, чтобы все типа навалились, да, и... So I guess it's about if you're making a nationwide campaign, it's easier because some people will donate and that will be a considerable amount of money. But if you're in a small town and it's a local idea or local media, it might be not as effective because just like physically there are much fewer people in a local town, and it might be not sufficient to support a media project or media organization. So again, maybe the question is about how small media in small towns or cities, smaller cities, can attract, money. I don't think it's accurate to think that it's harder in small cities because you also need a smaller staff to cover the news in the area. So the needs of a small organization are less expensive. We have examples of many local newsrooms around the world making membership and donations work for them. In Ukraine, in Lviv, there's Tivo Misto, which covers only Lviv, and they have launched a membership program, and they also have sponsorships, for example. На самом деле, может быть, это иллюзия, что в маленьком городе мало денег на медиа можно собрать. На самом деле, если вы работаете в небольшом городе, то, соответственно, у вас и редакции меньше, и затрат на ее работу меньше. Потому что есть примеры именно таких локальных, местных медиаорганизаций, которые успешно внедряют и модели пожертвований, и модели вот как раз членства. Например, во Львове есть газета, которая работает только на Львов и как бы успешно сочетает работу и с пожертвованиями, и вот как раз со сообществом. And I'll add one thing is that there is also sometimes an advantage if you're doing it in a smaller city because you have less competition. At the national level, for example, in Ukraine, 3 or 4 news organizations at the national level have all launched membership in the last year. So they're all competing against each other for the same members. But if you're in a smaller city, you might be the only one that is asking for financial support from audience members. И даже в небольших городах может быть преимуществом то, что вы работаете со своей аудиторией, у вас может быть меньше конкуренции. Например, в Украине 3-4 таких национальных крупных вещателя в последние несколько лет запустили как раз модель сообщества. Получается, они вовлекают аудиторию, конкурируя за нее, да, потому что это одни и те же люди, поскольку это такая общенациональная медиаорганизация. А если вы работаете в небольшом городе, может быть, вы единственная медиаорганизация, которая вот создает такое медиасообщество и вовлекает в работу жителей города. Okay, how the editorial policy, how does it change while transferring from the advertising model to the model when money comes from the readers? Will this transformation only touch upon distribution of the content and community management, or there are more sort of transformation, more global? That's a great question. When you're transitioning from an advertising model to an audience revenue model, you need to focus on doing highly differentiated, high value content. So you're no longer going for reach, you're going for people for habit building. Your goal is, instead of measuring reach, it's to measure repeat visits to your content and to your site, first off. Когда вы переходите от рекламной модели, бизнес-модели как раз к построению сообщества и получению дохода именно от ваших подписчиков или от ваших читателей, нужно, чтобы у вас такой был очень высококлассный, высококачественный журналистский продукт, который отличается от других. И вас не столько интересует как бы охват аудитории, сколько
повторяющиеся, как это сказать, визиты, да, то есть постоянные ваши читатели, те, кто возвращается снова и снова. That's because it takes, people usually don't financially support you after visiting you once. They financially support you after visiting you multiple times a month. And so that's a different kind of content that brings people back again and again. И получается, что контент, который заставляет людей возвращаться, он другого характера, другого свойства. Вас интересуют не те люди, которые придут, вряд ли они придут один раз и как бы заплатят вам деньги. Скорее заплатят деньги те, кто к вам возвращается. А это уже другого рода контент, который привлекает именно такого постоянного читателя, повторяющегося читателя, возвращающегося читателя. And then the other thing that needs to change is how much you listen to audience members, especially with membership, but with all of these models, it's important to be looking at the data and asking your audience members often, are we giving you the content that you need, the content that you value? И еще очень важно взаимодействовать с аудиторией. Это важно во всех моделях, но вот в моделях построения сообщества это особенно ценно, когда вы постоянно взаимодействуете с аудиторией, постоянно задаете ей вопросы и получаете обратную связь. Даем ли мы вам то, в чем вы нуждаетесь, то, что вы цените, то есть отвечаем ли мы на ваш запрос, да, как бы хорошо ли мы удовлетворяем вот этот договор наш взаимный. Yeah. And one last thing I'll add about that is that asking people what they want doesn't mean that you're giving editorial control over to your members. It means that you're bringing another factor into your decision making. As editors, you still get to decide what you publish, but if those decisions are informed by what people say they need, that's a good thing. But of course, you don't have to act on every suggestion that you receive. И когда мы говорим, что мы спрашиваем аудиторию, что вам нужно, что вы хотите, чтобы мы вам дали, это не значит, что мы им даем контроль над нашими редакционными решениями. Вы, как редактор, все равно принимаете свои решения, да, но вы вносите в них дополнительный фактор, то есть вы учитываете и пожелания, и запросы аудитории. Опять же, это не то, что вы даете все, о чем аудитория попросит, да, но вы учитываете вот эту обратную связь в своих редакционных решениях. Should we maybe continue with the presentation from here and then have another question? Okay. Да, мы тогда продолжим с презентацией. Если будут вопросы, задавайте. So the next part of this presentation, I'm going to talk about what we've learned at Membership Puzzle Project about what members want from the organizations that they support, to give you some clues about this transformation that the previous question asker just asked about. И вот как раз в связи с вопросами, которые вы уже задавали после первой части, во второй части мы поговорим о том, что показало наше исследование, что, собственно, хотят люди, которые вовлекаются в медиасообщество, какого продукта они ждут, да, почему они становятся членами сообщества, на какие запросы мы отвечаем. The first thing that we heard when we interviewed members of news organizations is that they wanted organizations to take a pause and stop doing the flood of content that has become so typical in the digital advertising space. Первый вот ответ, который мы получили в интервьюе членов медиасообществ, это то, что они хотят от медиаорганизации, чтобы мы фактически остановились в том, что они делают, то есть перестали поставлять какой-то непрерывный, привычный контент, к которому мы привыкли вот в эпоху цифровой рекламы. We heard a lot of complaints about news sites that pile on to the same stories with a story that's identical to a story that somebody else did, lots of ads, very brief wrap-ups, and not tackling things of serious consequence. И мы получили много жалоб на такой контент, который повторяется на разных, например, новостных веб-сайтах. То есть люди видят одну и ту же историю, много рекламы в ней, мало каких-то объяснений и очень мало эксклюзива. То есть вот такое наводнение какими-то типичными новостями в разных медиа, от которого люди уже устают. And what we heard that members said they wanted in exchange for their support is coverage that they couldn't find elsewhere, a break from the banter and the sound bites and the drama that is typical of scale media, and work that went deeper and had real integrity. И что нам отвечали люди вот в ответ на наши исследования, наши вопросы, анкетирование, что
они хотят какой-то контент и журналистский продукт, который они не могут найти где-либо еще, да, то есть я хочу получить от своего медиа, которое я состою, так сказать, в членстве которого, хочу получить какой-то эксклюзивный продукт, хочу уйти от такой драмы и кликбейтов и саундбайтов, которые сейчас наводнили медиа и привлекают вроде бы внимание аудитории. А аудитория хочет, тем не менее, вот такой более глубокой какой-то работы, сделанной с большей, может быть, порядочностью, вовлеченностью, некий такой цельный продукт, который будет, видимо, интересно потреблять. Мгм. And the next, we also heard that the sites that resonated with members most were those that were inclusive and participatory, that offer multiple ways that people outside the newsroom can take part and contribute what they know. They offer personalized ways to do that. Comment moderators, event participants, volunteers, fact checkers. They can serve as volunteer fact checkers even for the media. Мгм. И когда люди говорили о тех сайтах, которые им нравятся, да, и в которых им нравится участвовать, и членами которых состоять, это как раз те, которые вовлекают аудиторию, привлекают к своей журналистской работе разными способами. Это может быть, вы можете стать волонтером, например, и там отслеживать комментарии, быть модератором или даже факт-чекером, да, то есть медиа вовлекает своих читателей в свою работу. We're fascinated by the question that in addition to their money, what can individuals give you that is valuable to you and serves their motivations for participating? И очень интересно у нас был вопрос, как могут читатели, зрители, ваша аудитория не просто... Ну, то есть чем еще они могут вложиться в работу журналиста? Не только деньгами, а вот какой еще вклад сделать в медиаработу? И нам было интересно спросить у аудитории тоже, что бы вы хотели вложить. And in interviewing these audience members, we heard 6 motivations for participating come up again and again. To learn, to contribute expertise, to be heard by the newsroom, to get transparency into decisions that were made, to show support for the newsroom's cause, and to be a part of a community, to be a part of something bigger than themselves. И вот на вопрос, каким образом вы хотите вовлекаться и почему вы, так сказать, хотите быть членом этого сообщества, мы получили ответы, которые условно можно разбить на 6 категорий. Я хочу чему-то научиться, чему-то новому, да, то есть это некое любопытство и момент научения чему-то. Второе – это я хочу вложить свою экспертизу, то, что я знаю, свои знания, умения, да, и как бы это дает мне ощущение такой супер власти, ну не власти, как это сказать, суперсилы, которую я хочу вложить в какое-то дело, которое мне нравится, которое я считаю важным и полезным. Я хочу иметь голос, я хочу, чтобы меня услышали, это вот третья мотивация. Я хочу быть как бы внутри процесса и понимать, насколько вернее, хочу, чтобы этот процесс был прозрачным, понимать, как работает медиаорганизация, и хочу быть ее частью. Я хочу показать свою приверженность, то есть passion – это такая некая страсть, да, любовь к чему-то, то есть я считаю ваше дело важным, нужным, и поэтому хочу и быть его частью, хочу в него вкладываться. И я хочу быть чем-то большим, быть частью чего-то большего, чем я как отдельный человек, да, я как индивид, то есть я хочу быть частью некого сообщества, которое, опять же, делает что-то хорошее, нужное и важное, ценности чего я разделяю. Did I say all that? I partly read those that on the slides. And then from the newsrooms that we spoke to, we heard 4 needs from them: to do high quality journalism, to find audiences who will benefit from that journalism, to identify new story ideas that are relevant to their work, and to be financially sustainable. And what newsrooms need to think about doing now is finding the overlap between their needs and the 6 motivations that we sort of just listed on the screen. Where do they intersect?
Мгм. И что касается самих новостных организаций, медиаорганизаций, чего они хотят от аудитории, от вовлечения аудитории, это вот, ну, кроме того, что поступление финансовых каких-то ресурсов, это новые идеи для там, новых репортажей, для новых историй, это участие там, в создании истории, участие в журналистике. И тут важно посмотреть, как перекрываются, как бы, где встречаются вот эти потребности, которые идут со стороны аудитории, и те потребности, та мотивация, которая идет со стороны самой медиаорганизации. And when news organizations learn how to let their audience members pass the gatekeeper, that can be good both for bringing in audience revenue, but it also generates in-kind revenue, and that people end up contributing or doing things for you that you otherwise might have to spend staff resources and time on, such as soliciting story ideas, moderating events, and things like that. Мгм. И когда вот мы выходим из этой модели, когда просто человек платит за то, чтобы получить доступ к контенту, а когда он участвует не только материально, но и, так сказать, какими-то своими другими силами, другими ресурсами, иногда аудитория готова вложиться в то, во что медиаорганизации пришлось бы тратить, например, тоже свой бюджет на там, модерирование мероприятий, да, или на нахождение, поиск каких-то новых идей для истории репортажей. А если это делает аудитория, это уже тоже получается вложение, да, но оно такое не материальное, а как бы натурой. The next thing that we heard from news organizations is that they wanted, from members, is that they wanted news organizations to be honest with them, be real with me. They wanted transparency on the organization's financial health and how big they aspire to grow, how much money they need to grow. Who are the people involved in the organizations? What are their personalities, their backgrounds, their demographics, their career path, their priorities and agenda? What is the organization's editorial agenda? The process about how they make decisions. How do they set prices when they ask people to pay for things? How do they respond to criticism? And what is their sort of organizational philosophy? Вот один из запросов со стороны аудитории к медиаорганизациям, которые создают такое медиасообщество, это быть прозрачными, да, то есть аудитория хочет знать, если вы меня вовлекаете в это в свое сообщество, да, и ожидаете от меня финансовой поддержки, как вы будете этой финансовой поддержкой распоряжаться, какие у вас бюджеты, да, какие у вас там траты, на что вы тратите эти деньги, которые вы собираете от аудитории, кто вовлечен в процесс создания журналистского продукта, какие люди у вас работают, включая того, там, какие они личности, какое у них образование, вот, демография, да, то есть какие-то карьерные там, планы и, наоборот, истории и так далее. Каковы ваши приоритеты и повестка дня, да, за что вы сражаетесь, да, для чего вы трудитесь, в чем состоит процесс создания журналистского продукта, какой у вас этот продукт, почему он стоит столько-то, сколько он стоит, если вы, опять же, его продаете, если вы за него запрашиваете деньги, как вы реагируете на критику и вообще в целом какова ваша вот организационная философия и культура. And in a world where news organizations are fighting this battle against being called fake news, being transparent is a very powerful way to protect yourself from those accusations. They don't stick as much when you have previously shared before you're under pressure who you are, how you make decisions, how you're funded, things like that. Да, и сейчас, когда во всем мире медиа, и не только медиа, аудитория тоже сражается с фейковыми новостями, да, когда есть такая проблема, транспарентность, прозрачность, честность с аудиторией очень важна. Кто вы, кто вас финансирует, откуда вы берете деньги, что вы делаете, да, каким образом вы это делаете, какова ваша философия, цели и ценности и так далее. Все это очень важно, и это как раз может быть ответом на вопрос противодействию фейковых новостей и созданию доверия своей аудитории. And we understand that for many newsrooms and probably many on this call, it's not safe to share a lot of detail about the members of your team, but even being clear about your mission and how you make editorial decisions and listening to what questions community members have for you are small steps that you can take towards being transparent and protecting yourself from the sort of distrust and fake news accusations that happen today.
И мы знаем, что во многих ситуациях сейчас небезопасно, может быть, публиковать слишком много информации и как бы внутренней про кухню создания медиа, да, и про то, кто является членами вашего сообщества, но, тем не менее, то, что вот можно, чем можно поделиться, кто входит в вашу команду, опять же, какие у нее цели и ценности, что за продукт она создает, это очень важно. And for a very powerful example of how transparency can be an incredibly positive thing, especially when it comes to finances, is on the screen here from El Diario in Spain. Вот очень такой мощный пример я могу привести, в качестве примера привести El Diario, испанскую медиаорганизацию, которая показывает как раз, насколько прозрачность может сослужить такую позитивную службу журналистам. The headline says, an emergency plan to guarantee the survival of El Diario. То, что мы видим на заголовке, по-испански там написано такой чрезвычайный план по спасению El Diario, по удержанию его на плаву. And this is an article, a letter that they sent at the beginning of the pandemic, in which they announced a huge drop in their advertising revenue and shared some of the financial steps that they were taking to survive the pandemic, including cutting salaries for the leadership of the newsroom by 10%, and other cuts that they were going to make. И вот такое письмо с таким заголовком El Diario разослал своим подписчикам в начале пандемии и, собственно, провозгласили такую ситуацию, что очень сильно упали доходы от рекламы с началом пандемии, и мы сейчас стараемся спасти наше издание. И они очень подробно расписали, каков финансовый план, как, собственно, они собираются спасать медиаорганизацию, что мы собираемся сократить там, на 10% зарплаты руководящего состава, еще какие-то сокращения грядут, вот мы вот таким образом там, хотим перестроить нашу работу и так далее. То есть очень прозрачно рассказали о своих финансовых планах. And in the same letter that's on the screen, they also announced that they were raising their prices from, I think, €6 a month to €8 a month, or €60 a year to €80 a year. And they explained that they needed to do that because cutting those salaries wasn't going to be enough with the loss of advertising revenue. И в том же письме они рассказали читателям, что они, к сожалению, повышают цены на свое издание, что теперь подписчики будут платить не €60 в год, а 80, потому что те сокращения зарплат, которые мы собираемся сделать, они не будут, к сожалению, достаточно для того, чтобы нам финансово удержаться. And I think this is a powerful example because before they asked people for more money, they shared the steps that they were taking to be financially responsible. And when they raised the prices, they also said, if you can't afford the new price, let us know and we will let you stay at the old price. But almost everybody converted to the new price with no questions. And by midway through the pandemic, membership revenue made up more than 50% of their revenue for the first time in their history. Because so many people, they also grew so much in support when they put this message out there. И вот как раз, мне кажется, в этом примере важно было показать, что не просто мы вас просим нам больше денег давать, да, как подписчики, а мы объясняем, какие еще шаги мы собираемся предпринять в финансовой политике, да, чтобы улучшить наши показатели. И интересно было то, что они предложили читателям, подписчикам, если вы не можете потянуть новую цену подписки, сообщите, пожалуйста, нам, и мы рассмотрим вопрос, чтобы оставить вас по старой цене. И получилось так, что все равно все подписчики согласились с новой ценой, никто не обратился за скидкой, и примерно через полгода у El Diario больше 50% дохода финансового уже составляли доходы от подписки, и это было впервые в их истории, чтобы доход вот в относительном как представлении так поднялся от подписки. The next thing that we heard from members of news organizations is that they wanted people to make good use of their attention. They were tired of user experiences that bombarded them with autoplay ads and headlines that changed every minute and made them feel frantic
and disorganized and disoriented when they went to the website. Еще что мы слышали, какое пожелание или обратную связь, или даже, можно сказать, жалобу от аудитории. Пожалуйста, используйте мое внимание, ну, как-то с умом, да, и люди уставали от того, что их все время бомбардируют какими-то всплывающими рекламами и какими-то повторяющимися сообщениями и так далее. And our takeaway from this membership puzzle project is that we should let people do what they came to our site to do without making them want to run in the other direction. If you're planning to ask people to pay for your work, you need to make it easy for them to stay on the site long enough to do that. И, собственно, тот вывод, который мы сделали в Membership Puzzle Project из нашего исследования, из такой обратной связи от аудитории, если человек приходит к вам на сайт что-то сделать, вы как бы облегчите ему задачу, чтобы он делал то, что он пришел, собственно, делать, да, не заставляйте его вовлекаться в свои какие-то там схемы, спросите его, как бы, в чем его потребность, в чем его мотивация в том, чтобы участвовать в работе вашего медиа, и давайте им, собственно, ответы на эту мотивацию. And the newsroom you see on the screen is Zetland in Denmark. And the reason I shared this example is it's a very calm user experience. There are not a lot of colors on the screen. You don't see autoplay ads. You don't see the story that you came to read interrupted by a bunch of other things. They let you come there and read the story in full without distracting you by other requests. И вот мы видим пример здесь на экране. Это Zetland. From which country? Denmark. Это датское издание. И вот вы видите, там не так уж много разных цветов, да, и человек, который пришел почитать статью или какой-то материал, она не прерывается, эта статья или материал, там, какими-то рекламными сообщениями или ссылками на другие статьи. То есть вот человек пришел по странице, по ссылке что-то почитать, и он это пришел и читает, не отвлекаясь на другое. And the last thing that we heard is that they wanted prices and benefits for the membership program that made sense. People, when they launch a membership program, often think that they need to offer 7 or 8 different things to get people to pay to support them. But what we heard is that they didn't want something that felt like a corporate rewards program or a difficult multiple choice test. И еще люди высказывали пожелание, чтобы цены и вот те, так сказать, продукты или профит, который они получают от подписки, они какой-то имели смысл, да, были обоснованы, потому что иногда медиаорганизациям кажется, что вот я за подписку должен предложить там какие-то 6 или 8 разных каких-то наборов плюшек, да, которые нужны читателю. Иногда читателю все это не нужно. Ему нужно какую-то очень ясную, четкую программу, которая не выглядела бы как такой тест сложный или квест, да, чтобы я выбирал. And so we encourage newsrooms to, before they make any big decisions, to go and do audience research to find out what your potential members really want from your organization, rather than in the United States, we say throwing the kitchen sink at them, but just throwing a lot of things at them to see what they like. You can instead ask them in a survey or interviews before. И мы очень как бы приветствуем, когда новые новостные организации, даже не то, что приветствуем, а как бы побуждаем, да, и просим новостные организации, чтобы они изучали запрос своей аудитории и выясняли, что же нужно, собственно, их аудитории. Вместо того, чтобы вот то, что в Америке называется, предложить им всю, так сказать, кухонную раковину, в которой, знаете, вот все там остатки продуктов, да, вот нате, может быть, вам что-то из этого понравится. А очень специфично выяснить, зачем люди к вам приходят, чего они от вас ждут, какой продукт вы им можете предложить, который они действительно хотят и ценят. And here on the next screen, you see sort of an example of what it looks like when someone doesn't make this simple. This page, this comes not from the news space, it comes from someplace outside of news, and we've removed the identifying information, but you can see how overwhelming it is. And if you came there and wanted to become a member of this organization, you would get so overwhelmed so fast. И здесь на экране вы видите пример. Это пример не новостной организации, не медиа-организации, но мы его приводим как такую картинку, как не надо. Да, здесь, конечно, нет никакой идентифицирующей информации, но вот представьте, человек приходит по кнопке «Стать членом
сообщества, да, и встречает вот такой какой-то тест или что-то такое, где он должен ответить на разные вопросы, выбрать какие-то разные ответы. И вот слоган, так сказать, который посередине написан, это «Берегитесь такого паралича, аналитического паралича». Beware analysis paralysis. Maybe that's sort of the end of this section, so should we pause for some questions again? Да, вот здесь у нас конец второго раздела, да, и мы можем сейчас тоже ответить на вопросы. So Eldiario uses subscription, but they present themselves as a donation-supported media. It feels like, it turns out, if you want content, pay for the. If you only want content, pay for the content. If you want to support the media's mission, make a donation. Isn't it strange? So the reader is sort of choosing to be engaged or not? I don't think it's accurate to say they have a subscription. We've worked with Eldiario for a very long time, and they have a membership program. Until very recently, they had no paywall at all. And now they have a very, very flexible paywall of, I think, 10 articles before you need to pay in order to support. And they also put a lot of their information in the newsletter. So I don't think it's accurate to say that Eldiario is a subscription-based Мне кажется, это не очень даже корректно утверждать, что Эльдиари это только подписка, потому что у них на самом деле до последнего времени даже не было и paywall. И сейчас он очень такой у них гибкий, буквально там только часть материалов, небольшая часть материалов размещается за, вот, как бы за paywall. И мы с ними много работали, много их изучали, но, наверное, не будет корректным сказать, что они только подписка. I will say one other thing about that, that your question about, is it strange to have different levels of asks for people? It's hard to manage, but it's not a bad thing, because people among your supporters, people will want different levels of engagement with you. You can't make people participate. You can only offer the opportunity to participate. And so what Eldiario has done is make it very easy for those who want to be more involved to do so. But most people don't choose to get more involved because they are very busy and they do just want to sort of read the journalism and support it financially. И вы спросили, вот, что это странно, да, давать читателю там выбирать, но на самом деле это может быть не так уж и странно, потому что разные люди хотят разного, и мы не можем как бы заставить как-то, да, или даже призывать людей становиться членами нашего сообщества, мы можем только им это предложить. Поэтому те, кто хотят вовлекаться в работу, хотят быть членами сообщества, они ими становятся. Те, кто хочет просто платить за контент, не просто платят за контент. Поэтому тут как бы нормально это обращаться к аудитории с разными вопросами. Это может быть сложно как раз для менеджеров, да, то есть для самой новостной организации, но для аудитории как бы нормально использовать разные подходы, задавать разные вопросы. Okay, nobody wants to pay for the news because everybody has it. What informational product can be offered to the membership, to the community? And what are the most effective and most successful examples, especially among local media? We like to joke at Membership Puzzle Project that we should have a poster with the phrase, "People in my country don't pay for news," in every language in which we've heard people say that. У нас в Membership Puzzle Project есть такая шутка, что нам нужно распечатать лозунг «В моей стране люди не хотят платить за новости», и этот лозунг будет справедлив на всех языках, да, то есть каждая как бы страна, каждый язык претендует, что вот это наша такая специфика, у нас люди не хотят платить за новости. It is correct that the number of people who will pay simply for access to content is maybe not as high as journalists would like, but the important thing here is that with membership, you are not asking people to pay for access to the content. You're asking people to join your cause. You're inviting them into a journey with you. And that is something different. You're appealing to people emotionally. And that is something that many people are willing to do.
И опять же, хотя есть люди, которые готовы платить только за контент, может быть, их доля не столь высока, как хотелось бы журналистам, да, но тем не менее, когда вы приглашаете людей вступить в ваше сообщество, это вы не просто предлагаете им стать вашими источниками финансов, да, вы им эмоционально предлагаете гораздо больше, какое-то важное дело, в котором они могут принять участие, в которое они могут вложиться. И многие люди, на самом деле, в этом охотно участвуют. And I think an important thing to sort of understand is it's not about the benefits of the membership program. It's about getting the value proposition right and being very good at telling the story of how supporting your organization makes the world around you and them a better place. И это вопрос не столько доходов или профита, да, или вот как бы финансовой какой-то успешности медиаорганизации, это скорее вопрос, насколько хорошо вы преподносите свою ценность, насколько вы показываете людям, что то, что мы делаем, улучшает мир там вокруг нас или шире, или так далее. And we have examples in so many countries that people don't usually associate with having money to pay for news. In Argentina, we have Página 12 with 15,000 members. In South Africa, we have the Daily Maverick with 17,000 members and absolutely no paywall whatsoever. Those are all voluntary contributions. In Hungary, 444 just launched a membership program and they already have more than 1,000 early supporters. So these are examples in countries where people say people in my country wouldn't pay for news, but we have seen that people will pay for news when the value proposition И is на strong. самом деле в разных странах есть, опять же, несмотря на то, что в разных странах люди провозглашают, что нет, в моей стране люди никогда не будут платить за новости, и не платят за новости, или не любят платить, но тем не менее мы видим примеры там в Аргентине, например, медиасообщество с 15 тысячами членов, которые они платят не за доступ к контенту, а именно платят вот по этой модели участия в сообществе. Да? В Южной Африке есть такое сообщество, в Венгрии недавно тоже запустила медиаорганизация 444, вот такую модель сообщества, и у них уже там около 1000 таких самых первых участников, которые очень успешно поддерживают медиаиздания. Поэтому, опять же, даже при той философии, что мы говорим, что люди не хотят платить за новости, тем не менее в модели вот такого сообщества, в модели участия, они такие участвуют и финансово тоже. If we're speaking about successful examples of paid communities in small towns, what percentage, what share of the population can we count on? That's a good question. It's very hard for me to answer without national data. So I can share how we help calculate that in the United States and Western Europe, where data on this has been collected. In most communities, the Reuters Institute for Journalism found that an average of 28% of people in a community read news regularly. Это очень хороший вопрос, мне будет сложно на него ответить в конкретных цифрах, не зная цифр вообще по стране, да, но вот я могу ответить на примере Соединенных Штатов и стран Западной Европы, которые мы подробно изучали. Институт Рейтера сказал, что 28% of the population reads news. In say a community, the average community in the countries, they did their research. Say if there's 100,000 people, then 28,000 people read the news regularly. Ага, 28% обычно средняя цифра, это те, кто читают новости регулярно, постоянно. Yeah. And then from there, we look at, you sort of need to, there's a formula. It's a little hard for me to share without being able to put it on my screen, but you can assume that, say, 10% of your monthly site visitors might become loyal readers. So 10% of the people that visit you every month will be reading you loyally. Ну, сложно сейчас нам обрисовать формулу, да, не имея возможности нарисовать ее на экране, но вот представьте, что примерно 10% от тех, кто вас читает ежемесячно, могут стать вашими такими лояльными, возвращающимися читателями. And then of those loyal readers, we have seen that between 7 and 15% of the loyal readers then end up financially supporting you as members or subscribers.
И вот из тех постоянных читателей, которые ходят к вам регулярно, вот из этих 10%, дальше как бы мы вычисляем 7-15%. Это те, кто может стать вашими регулярными читателями, которые вас финансируют, которые отчисляют вам деньги. Yeah. I don't have the ability to leave comments myself, but what I will do is share a link with Olga after this for the page in our site where we share the formula, so you can walk through it yourself. You sort of need specific information at each step of it that I can't easily generalize. The other thing that I will say is that newsrooms in their first year of having a membership program usually can only make about 10% of their revenue from membership, but we have seen an average of about 30% of revenue from membership after a couple of years. Ариэль говорит, что сложно мне сейчас объяснить всю формулу, там много факторов, но много нужно учитывать переменных. Давайте я поделюсь вот с Ольгой, с Оксаной, да, и мы потом сможем прям вам ссылку дать, поскольку она не может здесь в комментарии ее написать, на страницу Membership Project, где вот эта формула описана и расписана. Но в целом можно сказать, что те, кто только запускают такую модель сообщества, наверное, не надо ожидать больше, чем 10% от своего дохода. Не больше 10% будет поступать от вот этого сообщества. Но те, кто уже вот развивают через несколько лет такую модель, они могут до 30% уже получать именно от этой модели. Я просто здесь вступлю и напомню, что по результатам наших встреч мы готовим мультимедийные спецпроекты по тематике и публикуем их на сайте «Сделано медиа», и все наши иностранные гости, кто участвовал, их материалы потом трансформируются в мультимедийные спецпроекты. Я уже себе записала, что мы эту формулу, когда получим, мы ее превратим в калькулятор, и вы прямо на спецпроекте сможете эти цифры вставлять и посчитать вот процент, ту долю населения, которую можно превратить в членов сообщества. Yeah, Oksana explains that usually after each meeting with an expert, we transform this meeting not into just a simple recording, but they create a multimedia long read based on the presentation. So we'll translate the formula and maybe we'll even make it like an online calculator. So everybody who wants to calculate their revenue potential, they can enter those factors into the formula and see the result. Okay, great. That sounds good. Are there any more questions? Yeah. Is there stories, their background behind the fact that most of the buttons for donations in media are yellow? There has there has been some research. People do A/B testing often, where they will have half of the people who visit their site see a button in one color and half of the people on the site see another color. It's actually supposedly, I think this is silly, but supposedly it's orange that is actually the best color. But I think the yellow is also because The Guardian has popularized the color yellow. That has been the color they have used always. And many people sort of mimic The Guardian's style in their marketing work because it's been so successful. Да, это интересная история. Были даже исследования, на какую кнопку люди жмут там более охотно, то есть части испытуемых предъявлялся экран там с желтой кнопкой или какого-то другого цвета, да, и выясняли. На самом деле, мне кажется, что оранжевый цвет самый такой эффектный для использования в медиа, но желтый используется, может быть, потому что Guardian самый первый использовал эту кнопку, и у них успешно это стало развиваться, и дальше уже другие медиа просто копировали, что вот желтая кнопка, она приносит некий доход. Any more questions now? I can go through one or two more things before we finish at 11:30, if not. Да, если сейчас пока нет вопросов, давайте еще парочку вещей осветим, и нам уже будет пора закругляться. The last thing that I'll speak about today is at Membership Puzzle Project, we spend a lot of time studying places outside of news because while membership is very new in the news context, membership has worked around the world in places outside of the journalism industry for a long time.
Что я хочу сказать, что вот наш проект много занимался исследованием создания сообществ не только и не столько в медиа, потому что в медиа это достаточно новое явление, а создание сообществ успешно себя зарекомендовало в других областях. And in 2018, at Membership Puzzle Project, we did research with all of the types of organizations you see on the screen to understand what membership means to people, what motivates them to become members, and what they sort of expect as part of their membership relationship. И в 2018 году наш проект подробно исследовал разные организации, которые используют вот как бы модель вовлечения людей в сообщество. Это вот там международные сообщества, да, публичное радио, общественные медиа, какие-то гражданские инициативы, игровые сообщества и так далее, чтобы узнать. Это исследование было проведено, чтобы узнать, что, опять же, заставляет или мотивирует людей вовлекаться в сообщество, что это сообщество им дает и что они могут ему дать. And so you see here, we studied churches, we studied the citizen science movement, gaming communities, open source software communities. These are all places that we conducted research for some of the findings that I'll next share. Да, и опять же, вот в своем исследовании мы разные рассматривали модели, разные организации, которые используют модель вовлечения в сообщество. Это были и церкви, и, опять же, вот гражданские какие-то инициативы, и там народные какая-то народные научные инициативы, и вот потом тоже, может быть, мы переведем всю схему, да, как примеры тех областей, где используется вовлечение в сообщество. And so from that research, we sort of heard 5 key lessons about what worked in membership outside news that we thought were very important for news organizations to think about as they launch membership programs. И из этого исследования мы вынесли такие 5 крупных выводов, 5 уроков, как работает членство, как бы какова мотивация у людей для того, чтобы вступать в некие сообщества. И это касалось как раз не медиа-организации, а вот других. Но эти выводы мы использовали для того, чтобы эффективно создавать сообщества в медиа-организациях. The first is that there is a lot of value in listening, testing, and being fascinated with what our members value. This is a real mindset change for journalists who usually are fascinated with the politicians and policies that they cover, but not necessarily their readers. Вот первый такой вывод и первый урок, который фактически переворачивает сознание журналистов, это в том, что есть очень глубокая, очень большая ценность в том, чтобы слушать, чтобы, так сказать, проверять идеи и вообще интересоваться ценностями своей аудитории. Для журналистов это некая новая, может быть, мысль, потому что они обычно интересовались тем, что думают политики, там, может быть, да, но не всегда интересовались тем, что, собственно, ждет от них аудитория. Yeah. Instead of assuming that they know what members want, successful membership organizations have developed ways to listen to their members and incorporate what they hear from their members into the way that they do their work. And they're open to hearing things that challenge their assumptions about what audience members want from them. И вместо того, чтобы заключать, что мы знаем, чего хочет наша аудитория, чего она ждет и что ей интересно, успешные как раз организации, которые работают вот с сообществами, со своими членами, они слушают, да, и воспринимают обратную связь, и запрашивают эту обратную связь как раз насчет мотивации, насчет чаяний и ценностей своих членов сообщества. I like to sum this up as having curiosity about our audience members rather than frustration with our audience members. Да, я бы хотела это суммировать в выражение, что вот любопытство по отношению к своей аудитории, оно как бы более хорошее чувство, чем испуг перед своей аудиторией или фрустрация, да, то есть как бы такая потерянность некая. The second thing that we learned that works outside news that we think is important for journalism is that inspiring membership organizations, they sell more than a product or a cause. And they find ways to connect people as individuals to a sort of shared larger purpose.
И второй вывод, который мы сделали, который, мне кажется, очень хорошо пригодится новостным организациям, если мы создаем сообщество, это то, что вот крупные организации, которые успешно работают с членством, они продают больше, чем некий продукт или чем какое-то конкретное дело. Они как бы вовлекаются в контакт с аудиторией, потому что есть некое ощущение общности идей или общих ценностей. And these successful membership organizations find a way to connect their members to feeling like they're part of something bigger than themselves. This is more than like a product pitch of 20% off exclusive content, but it's also not a charitable ask such as save the whales by giving us money. It's something sort of between the two. И, опять же, успешные организации, которые работают с сообществами, они предлагают людям вовлекаться во что-то, что им кажется ценным, да, почувствовать себя частью, тут некоторые тавтологии, да, частью сообщества с какими-то общими идеями, ценностями. И это больше, чем предложить им, там, мы дадим вам 20% скидку на наш продукт, да, или призывать, что вот давайте все вместе спасем там китов, да, и, пожалуйста, сделайте нам пожертвование. Это что-то третье, что-то между вот этими двумя призывами. It's sort of what you're trying to tap into when you get this pitch right is both the extrinsic motivations, like benefits that people actually want, but you're also appealing to sort of these intrinsic internal motivations, a sort of feeling of wanting to make the world a better place. И здесь вы опираетесь не только на такую как бы мотивацию, что вот что люди хотят, так сказать, получить там, в материальном смысле от этого сотрудничества, а и внутреннюю мотивацию, эмоциональную такую мотивацию, собственно, как люди хотят себя чувствовать, как они себя хотят ощутить. И как раз вы к этому и апеллируете, да, что люди ощущают себя частью чего-то большего, чем просто они сами как индивиды. And another thing that we heard is that membership can be one way to restore something that feels broken in the world. Many of the people we spoke to said that they joined as members because they felt like something in the world or in themselves was broken, and they felt that by joining this organization, they began to fix that thing. Еще интересно, что люди рассказывали, одна из как бы мотиваций, про которую рассказывали люди, это то, что членство в сообществе помогает им восстановить или ощутить, что это восстановлено, что-то, что поломалось, так сказать, в современном мире, то, что им казалось утерянным. И примыкая к сообществу, они чувствуют, что вот эта ценность возвращается. Successful membership programs connect to the zeitgeist in which something is broken or out of balance, and they offer membership to their organization as one way to fix that, which is especially powerful for individuals who often are distressed about something in the world, but they don't have the time or skills themselves to work on it. So they give money to organizations who will work on it for them. И вот успешные организации, которые, опять же, вовлекают людей в сообщество, они как бы улавливают дух времени, они пытаются ответить на вопрос, что же в нашем мире не так, что вышло из баланса, да, что мы утеряли, и пытаются вернуть это людям. И когда человек чувствует, что он не может что-то вот в индивидуальном порядке восстановить, да, у него там, может быть, не хватает сил и ресурсов, но он готов пожертвовать деньги организации, которая вот эти хорошие вещи делает за него или, так сказать, вместе с ним. Его участие. And the next thing is that these successful organizations offered flexible ways to participate. So they thought about what people's abilities and goals and limitations and lifestyles were and offered opportunities to participate that could meet people with a whole range of opportunities and limitations so that they didn't exclude people from the work. И очень важно не исключать какие-то категории населения, да, и вот опять же успешные организации, работающие с сообществами, они вовлекают разных людей, они отвечают на разные вопросы, они предлагают такие как бы гибкие инструменты для того, чтобы люди могли вовлекаться в работу и в сообщество, то есть предлагать какие-то разные вклады, разные контрибуции согласно своей мотивации, согласно своим интересам, своему стилю жизни и так далее. То есть чтобы каждый нашел, так сказать, себе место в этом сообществе согласно своим каким-то предпочтениям. And the only way that you will know how to offer those flexible opportunities is if you have that fascination
with your audience members and you get to know them, like I spoke about in the sort of first part of this slide. И вы получите эту информацию, эту обратную связь, если у вас есть вот это любопытство и вот это вот восхищение перед своей аудиторией, это очень как бы здоровый интерес к тому, что они думают, что они чувствуют, какова их мотивация, что им нужно. And the last thing is that we saw some of these most successful organizations, they focused on growing at a human scale. Unlike some of these more transactional models like subscription, the membership can't scale beyond its ability to connect with its members. И в отличие от модели пожертвований, модели подписки, вернее, которая превращается в некие просто бухгалтерские транзакции, модель сообщества, она такая очень человеческая, да, она возвращает нам человеческий контакт, она вовлекает нас, опять же, в какие-то совместные дела и в разделение общих ценностей. I think the analogy I would give is that your experience of watching Netflix doesn't change whether 100 people are watching it or 1,000 people are watching it. But when you're a part of a community, the feeling of community is diluted when it gets so big that you never have the opportunity to speak to anybody else within that community. And so member-driven organizations need to think about whether they are staffed to support the size of the community that they have. И я обычно привожу пример, что когда вы смотрите фильм на Netflix, например, вам все равно, вы не чувствуете разницы, смотрит ли вместе с вами его еще 100 человек или его смотрит 1000 человек. Когда вы используете модель вовлечения в сообщество, то сообщество в 1000 человек очень отличается от 10 000 человек. Вы уже не сможете с каждым как-то конкретно поговорить или уделить индивидуальное внимание. Поэтому всегда тоже соотносите размер вашего сообщества с вашими ресурсами. Сможете ли вы, как команда, уделять время поддержанию и развитию вот такого крупного сообщества, если вы его создаете как крупное? And the last thing that I will share today is that if you want to learn more about this membership work and see in a very practical way how news organizations are making it work, we have published the membership guide, which you can find at membershipguide.org. It is unfortunately only in English and Spanish right now, but it is available. It has 37 case studies, and it has practical step-by-step advice for the sort of full membership journey. Если вам интересно, но, к сожалению, он сейчас доступен только на английском, и испанском языке, у нас есть большой доклад, который называется Membership Guide, там собраны 37 разных кейсов, и где подробно рассматривается модель вовлечения в сообщество, как она работает в разных странах, в разных медиа. And I think that's it. Are there any more questions that have come in? Да, я думаю, что я закончила. Если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас есть еще 2 вопроса. Один сейчас я покажу. A couple of questions. How to say? Do the claims "let's save journalism" work? You said, we No. can't claim. No, нет. I think that is a big mistake that a lot of news organizations are making. Is they think that their organizations are worth saving without thinking about how their organizations affect the world around them. And so I think that's when I talked about membership as a way to restore what feels broken in the world. That's what this is. You need to think about how to connect your survival to the health of the broader community around you. Don't take for granted that journalism is good for the society. You have to explain how good it is and why it is good. Exactly. Да, получается, что нет, просто сказать «давайте спасем журналистику», такие призывы не работают. Ариэль говорит как раз, как я выше говорила, что нужно не просто делать такую ошибку, которую делают многие медиаорганизации, что мы умираем, давайте нас спасем. Да? Нужно объяснять, в чем ценность журналистики. Нужно показывать своему читателю, зрителю и участнику сообщества, что хорошего мы делаем вокруг себя с нашим сообществом, с обществом, как мы меняем мир вокруг себя к лучшему, почему это важно и почему мы хотим, чтобы вы в этом поучаствовали. То есть нужно разъяснять, не просто допускать по умолчанию, что журналистика – это что-то, что нужно спасти.
И я хочу воспользоваться своим правом задать вопрос, так как подход сообщества – это немножко другая картина мира, другой майндсет, да, как Ариэль сказала. Как часто в редакциях кто начинает внедрять эту систему и этот подход, как часто меняются редакторы, которые не могут работать по новым шаблонам, по новым То есть методам. сопротивление такое, да, сталкиваетесь? Ну да, то есть нужно ли сменить главного редактора, чтобы запустить работу по созданию сообщества? Okay. Oksana is taking advantage of her role as a host and asking maybe the last question that, as you said, the membership model is a very different mindset for news organization, and how people who want to bring their news organization to this model, do they are they challenged with the resistance, or do you need to change the staff or maybe the editor of the organization? What's the practice? Does it meet a lot of resistance and sort of inertia maybe? It depends from newsroom to newsroom. There's no one way that a newsroom responds to this process, but yes, very often there is resistance. Sometimes people don't want to work with audience members. Sometimes they're afraid to ask for financial support in case nobody gives them financial support. It's hard to give general advice because sometimes the resistance might be at the top. Sometimes it might be at the middle. The one, I think, advice that I'll stop there and then let you. Да, сложно дать универсальный ответ, потому что в разных, конечно, организациях, в разных местах происходит по-разному. И, да, есть сопротивление изменениям. Часто люди боятся попросить финансовой поддержки, потому что думают, что никто ее не даст. Часто люди там вообще боятся задавать вопросы аудитории. Иногда это сопротивление мы видим на высоком уровне, там, на уровне руководства, иногда где-то на срединном уровне. Бывает по-разному. Тут нет одного ответа. And the one thing that I think remains true in any circumstance is you can't convince everyone all at once. You should start with the people who are enthusiastic and start working with them. And then you should just start doing small things to collect proof that it works. So you want to prove that audience members are willing to work with you. Start by sending out one survey and seeing how people respond to that, for example. И что-то важное, что я хочу сказать, это то, что не пытайтесь убедить всех сразу в том, что эти изменения сработают. Да? Скорее соберите группу или обопритесь на группу энтузиастов, которые готовы приветствовать эти изменения, и делайте какие-то небольшие шаги, которые потом покажут, что эта модель, например, работает. То есть начните с какого-то небольшого опроса аудитории, да, и вы сможете показать, как аудитория реагирует, откликается она на ваши призывы или нет, и так далее. То есть все такие глобальные изменения начинаются с небольших шагов, которыми уже можно потом продемонстрировать успех и расширить их на более что-то глобальное. And that's one of the reasons why people do crowdfunding first, often before membership, is they're sort of testing or gathering proof that people will support your work if you ask for it. И как раз вот мы говорили в начале, да, что краудфандинг часто, работа с аудиторией, работа с сообществом начинается с краудфандинга, когда вы можете на какой-то одной идее, на одном призыве протестировать, пойдут за вами люди, да, будут ли они вам оказывать поддержку или нет. Если увидите, что этот шаг был успешен, можно развиваться дальше. And the only other thing I'll mention is that we are actually this month writing an addition to the membership guide on culture change that will answer a lot of these questions, and it will be published sometime in July with case studies from newsrooms that have gone through this process too. И мы как раз вот сейчас работаем над дополнительным докладом к нашему уже вышедшему гайду, как раз о том, как меняется культура в тех организациях, которые успешно внедрили работу с сообществами. И я надеюсь, что этот доклад, этот текст выйдет где-то в июле, наверное, этого года.
It'd be great to translate it into Russian as well. Огромное спасибо, Ариэль. Я думаю, что сегодня у нас был один из самых энергичных и позитивных и наполненных вопросами эфиров. Огромное спасибо всем, кто участвовал на наших 3 площадках, куда мы транслировали сегодняшний эфир. Запись останется. У меня большая просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, пишите свои отзывы в комментариях, пишите вопросы и темы, которые вас волнуют, и мы будем вот вместе с Ольгой будем искать новых гостей на наши встречи, которые бы могли ответить, рассказать что-то интересное, новое и полезное по тем темам, которые вас волнуют. Thank you very much, Ariel, and thanks for all the people who watched us on 3 different platforms. And Oksana encouraged them to send questions and send further topics. And we had probably one of the most positive and intense presentations today, which gave a lot of food for thought. Thank you very much. Thank you very much for having me, and I will share links to the slides and to that formula specifically with you so that you can share with everyone after. Thanks. Thank you. Да, и Ариэль поделится с нами ссылками и участием презентации. Все, огромное большое спасибо всем, кто участвовал. Хорошего дня, успехов, вдохновения и денег от вашей благодарной аудитории. Спасибо, до свидания. Okay, thank you very much.